Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Близнецы. Этот расклад будет для них. Посмотрим прогноз на апрель. Мы остановимся на общей атмосфере данного месяца, сфера работы, финансов, личная жизнь и совет предостережения. Итак, уважаемые близнецы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И давайте будем смотреть. У нас будет одна общая позиция для всех близнецов. Выбирать ничего не нужно. Давайте посмотрим, какой же будет общая атмосфера апреля для вас. Получение важной информации, которая для вас будет очень полезна. Важную роль в апреле для близнецов играет мужчина, мужская фигура. В целом здесь все стабильно, все, знаете, вот ровно, все без каких-либо встрясок. Сейчас посмотрим более подробно каждую сферу, но в целом все сводится к тому, что важным аспектом для вас является либо обучение, либо получение какой-то важной информации, важных знаний. При этом нужно детально остановиться на чем-то таком, что изначально может быть скрыто, как будто вы, знаете, вот под микроскопом рассмотреть. Ну и, конечно, опираться, полагаться во всем на мужчину, на мужскую фигуру. Сейчас посмотрим, кто же это такой. Что будет в сфере работы у близнецов? Сфера работы. Вы знаете, новые какие-то предложения, причем весьма такие интересные для вас. Нужно будет делать какой-то выбор. Возможно, это выбор относительно какого-то проекта, относительно партнерства, относительно дальнейшего развития, но этот выбор вас очень устраивает. И он такой, знаете, вот это предложение, с которым связан выбор, он очень, точнее, это предложение, оно очень такое перспективное и многообещающее. Нужно будет подождать каких-то результатов, но результаты будут, знаете, ошеломительными. Результаты будут очень достойными и приведут вас к такому устойчивому положению в сфере труда, трудовой деятельности, в сфере работы. В целом здесь изначально у вас стабильность. И карта якорь в сигнификаторах, и четверка жезлов в данном случае. Это, знаете, такое состояние, когда все ровно, все хорошо, но приходят какие-то новые возможности, и от вас зависит, принять их или не принять. Скорее всего, вы их примете, вы согласитесь, потому что эти возможности, они очень такие, знаете, вот лакомые, они очень интересные и несут вам не только успех и стабильность в вашей трудовой деятельности, но еще и прибыль, достаток, которые вам будут очень кстати. Что в сфере финансов? Все как-то ровно. В сфере финансов все очень ровно. Вы знаете, в финансах вы можете заработать больше, вы можете увеличить свой доход, но не в апреле. Все сводится к тому, что в апреле вам как будто бы нужно несколько умерить свои аппетиты, сократить расходы. Вот эти расходы, точнее, вот сокращение расходов для вас будет таким весьма томительным. Вы не привыкли экономить, вы не привыкли сдерживать себя, свои желания. Но вот эта экономия, она вам нужна для того, чтобы в дальнейшем вот эти накопленные средства вложить во что-то стоящее, скорее всего, в тот проект, о котором говорилось ранее, и увеличить свои доходы. Не могу сказать, десятка мечей, она вообще такая, знаете, вот опасная карта, карта холодная, карта сложная, но в данном случае, поскольку у вас все стабильно, я не могу сказать, что она несет для вас какой-то негативный посыл. Конечно,
как предостережение, сейчас еще чуть позже посмотрим, как предостережение можно сказать, что будьте осторожны с финансами, следите за тем, чтобы не было обмана, не было каких-то некрасивых действий по отношению к вам, но в целом у вас все очень даже замечательно, в целом у вас все ровно и стабильно, и вот этот небольшой такой застой в сфере финансов, я не могу сказать, что это застой. Это, знаете, как подготовительный этап для того, чтобы ринуться в бой. Это как необходимый период для того, чтобы саккумулировать вот энергию, в данном случае энергию денег, и вложить их во что-то более стоящее. У кого-то здесь может отыгрываться обучение, здесь затраты на вот как раз-таки на обучение, на полезную информацию. У кого-то, причем это обучение, оно опять же, оно принесет вам гораздо больше возможностей в дальнейшем, поэтому в целом все хорошо. Основной доход, основное увеличение прибыли будет несколько позже, либо в конце месяца апреля, либо уже в мае, не в начале апреля, не в начале месяца. В начале месяца вы вот как будто бы сдерживаете себя для того, чтобы потом вот эти вот средства финансовые потратить туда, куда нужно, куда стоит потратить. Далее у нас сфера личной жизни, любовь. Любовь, личная жизнь. Шестерка мечей. Так. Шестерка мечей, солнышко. Вы знаете, вот новых знакомств в вашей жизни я не вижу. Но весьма значимую роль, вот, кстати, обещала рассказать про этого мужчину. Вполне вероятно, что этот мужчина, он связан с вами финансами, он связан с вами какими-то деловыми вопросами, финансовыми вопросами. И именно вот эта мужская фигура несет стабильность и увеличение прибыли для вас вот именно в апреле. Далее смотрите, что касается сферы любви. Вот новых людей я не вижу. Скорее всего, вот этот вот мужчина, он уже появился, он уже пришел. Просто с ним происходит некое такое сближение. И его можно рассматривать как того человека, который может составить такую, знаете, реальную, серьезную конкуренцию вашему постоянному спутнику, потому что пятерка жезлов — это, как ни крути, карта борьбы. Борьба здесь отслеживается. Что касается постоянных стабильных отношений, в которых вы находитесь, если вы в таковых находитесь, то здесь, знаете, вот шестерка мечей — это как некая такая вот дистанция. У кого-то может отыгрываться в апреле именно расстояние, то, что вы находитесь на дистанции, на расстоянии. Тем не менее, между вами все хорошо, все гармонично, и понимание есть, и любовь есть, и чувство есть. Но вот эта пятерка жезлов — это символ соперничества. Здесь действительно могут быть какие-то моменты, связанные с где-то ревностью, где-то с недопониманием, где-то вот именно, но здесь больше мужская фигура отыгрывается как соперник тому, кто является вашим постоянным партнером. В целом, карта Иерофанта — это карта правильности, не будет измен, не будет моментов, когда вы перешли границы, вы или ваш партнер, все по правилам, все очень даже традиционно. Для тех, у кого треугольники, у кого треугольные отношения отыгрываются, здесь, знаете, браки будут в приоритете. Да, соперничество, оно может прослеживаться, оно не то, что может, оно будет активно проявляться. И для треугольников здесь максимально отыгрывается вот это вот нахождение на расстоянии, пребывание на расстоянии. Но все равно данная ситуация, она для вас по солнышку очень тепла и позитивно. Вот эти расстояния, вот эти моменты, связанные с соперничеством, они будут являться для вас своего рода проверкой на прочность, потому что ничего не меняется. Якорь — это символ стабильности, это символ того, что все остается ровно и достаточно стойко. Вот эти небольшие искушения, я даже искушениями их не могу назвать, это своего рода, но опять же, проверка на прочность для вас, для ваших взаимоотношений. Для тех, кто не состоит в постоянных, да, в стабильных отношениях,
Здесь в любом случае есть на горизонте человек, который вам приятен, которому приятны вы, но вы опять же находитесь на расстоянии, и есть моменты соперничества, есть люди, которые интересны как вам, противоположного пола, так и ему, противоположного пола с ним. У многих отыгрывается необходимость соблюдать дистанцию, да, вот кто не в паре, в постоянной, из-за того, что субординацию надо соблюдать, да, карта Иерофант — это все-таки определенные рамки, которых мы придерживаемся. Теперь давайте посмотрим совет, к чему нам стоит стремиться, не нам, а близнецам, к чему близнецам стоит стремиться в апреле. Чему близнецам стремиться в апреле? Так, 8 мечей. Уметь не торопиться, уметь сделать паузу. Вот вы знаете, вот особенно это будет касаться финансовой сферы. Да, совершенно верно. Но, опять же, у каждого по-разному будет отыгрываться. Суть в том, что нужно суметь себя сдержать, нужно суметь не торопиться. Апрель для вас — это своего рода такой вот месяц подготовки, потому что и в сфере работы нужно будет чего-то ждать, и в сфере финансов нужно будет суметь как-то вот себя сдержать, и в отношениях тоже нужно будет выстоять. Так вот, перед искушениями, перед различными желаниями, перед различными трудностями, ну, трудности здесь весьма условные, здесь трудно будет суметь экономить тем, кто экономить не привык. В любом случае, стоит сделать небольшую паузу и рассмотреть ситуацию с тех ракурсов, для чего мне эта пауза дана. Суметь найти положительные моменты, потому что рыцарь кубков — это про удовольствие. Суметь найти положительные моменты в тех паузах, в которые вы будете становиться. Важно иметь плотную такую четкую почву под ногами. Королева Пентаклей — это символ стабильности. Материальные ресурсы стоит накапливать, потому что вот то, что вы накопите и вложите, оно принесет вам огромный успех, огромную прибыль. Карта мира — это, знаете, выход за привычные рамки, выход за те рамки, которые вы привыкли видеть. Причем это в положительном аспекте все отыгрывается. Что касается предостережений, давайте посмотрим для близнецов на апрель. Ой, ни в коем случае не пребывайте в состоянии апатии. Вот максимум внимания на те удовольствия, которые вы можете себе позволить, потому что в этих ограничениях вы можете заскучать, затасковать. Ни в коем случае не тоскуйте и не пятьтесь назад, не идите на попятную, не делайте обратных шагов. Не впадайте в неопределенность. Здесь все зависит от вас. Здесь многое будет зависеть от тех шагов, которые вы будете делать дальше. Тщательно изучайте ту информацию, которая вам придет. Она вам полезна. Прям до мельчайших деталей. Здесь ключевой момент вот в этих мельчайших деталях, которые могут, знаете, стать тем ключом, который откроет для вас все двери. И посмотрите, мужчина. Это важная фигура для вас в апреле. Если вдруг у вас возникают какие-то сомнения, вот эта мужская фигура может оказать вам помощь и поддержку. Конечно, у большинства этот мужчина отыгрывается вот именно в сфере работы и финансов, в сфере карьеры. То, что будет в дальнейшем давать вам тот результат, которым вы будете довольны, которым вы будете гордиться, наслаждаться и восхищаться. Хороший месяц апрель для близнецов, все стабильно, и максимум вашего внимания должны занимать знания, которые вы получите, потому что через вот эти вот знания, через вот эту информацию вам открывается дальнейшее движение вперед. Это будет уже не в апреле, это будет либо к концу апреля, как я уже говорила, либо в начале мая, но тем не менее это важные шаги для вас, которые значимы и полезны. Вот такой был у нас прогноз для близнецов на апрель. Я благодарю всех за внимание, буду рада и благодарна за вашу обратную связь. До встречи с вами в новых видео.